Она только что родила, и ее тело все еще сотрясалось от шока. В течение минуты она не могла понять, кто находится в комнате и кто с ней разговаривает. Муж все время просил ее осмотреть ребенка, что заставляло ее волноваться. Что-то не так с новорожденным ребенком? Его лицо было суровым и встревоженным. Что-то его беспокоило. Лорен Кирксон никогда в жизни не чувствовала себя такой взволнованной и нервной. Она была беременна своим первенцем, и каждый день казался ей вечностью, поскольку она с нетерпением ожидала появления на свет их маленького комочка радости. Ее муж, 8-летний Томми, финансовый консультант-фрилансер, разделял ее волнение. И вместе они тщательно спланировали предстоящий приезд и подготовились к нему. Их маленький дом в Йеллоубридже, штат Нью-Джерси, превратился в настоящий рай для новорожденных. 33-летняя Лорен, учительница 5 класса, стояла перед зеркалом, нежно поглаживая свой растущий живот со смесью волнения и трепета. Она была беременна своим первенцем, и каждое движение и толчок изнутри наполняли ее неописуемой радостью. Рядом с ней Томми, ее муж, сиял от гордости. Его рука покровительственно лежала на ее руке. «Мы будем замечательными родителями», – пробормотал он, целуя ее в висок. Лорен улыбнулась и кивнула в знак согласия. Они ждали этого момента, казалось, целую вечность. И теперь, когда он наконец настал, они хотели все идеально спланировать. От оформления детской до имен детей они были единой командой, стремившейся стать родителями вместе. Несмотря на любопытство Томми, Лорен с самого начала решила, что не хочет знать пол будущего ребенка. Она верила в магию сюрпризов, и кроме того, для нее имело значение только то, что их малыш был здоров. При каждом перинатальном сканировании она отводила глаза, когда техник нависал над областью, по которой можно было определить пол ребенка, предпочитая сохранять это в тайне. Сердце Лорен трепетало от предвкушения, когда она баюкала свой растущий живот. Нежные толчки и трепет внутри нее. Лорен словно шептала о растущей в ней жизни. Она и ее муж Томми были на 7-м небе от счастья, с нетерпением ожидая появления на свет своего первенца. Они хотели, чтобы все было идеально, от декора детской до крошечных ползунков, ожидающих своего маленького комочка радости. Несмотря на любопытство Томми, Лорен была непреклонна в своем желании сохранить пол ребенка в тайне. Она наслаждалась этой тайной, интуитивно чувствуя, что они ожидают девочку. Каждое трепетание, каждый шепот внутри, казалось, подтверждали ее уверенность. Но Томми, всегда стремившийся стать отцом, не смог устоять перед искушением узнать больше. Он тайно посетил доктора, надеясь разгадать тайну. Но у доктора были строгие инструкции не разглашать пол ребенка до родов. Лорен понятия не имела. Шли дни, и Лорен занималась обустройством гнезда, наполняя их дом теплом и любовью, готовясь к появлению нового ребенка. Она не могла не насладиться розовыми оттенками и вычурными украшениями, убежденная, что они приветствуют появление в своей жизни маленькой девочки. Но по мере того, как приближался срок родов, у нее в животе зарождалось какое-то чувство, возможно, материнская интуиция, которая нашептывала ей тайну, которую она так хотела узнать. В глубине души она была убеждена, что носит девочку. Все признаки, казалось, совпадали. От того, как она носила шишку, до тяги к клубнике и мороженому. Интуиция подсказывала Лорен, что у них будет девочка. Она чувствовала это в каждом движении и толчке, в каждой своей мечте об их ребенке. Поэтому она решила украсить детскую розовыми вещами, представляя себе чаепитие и платье принцесс. Однажды, когда Лорен была занята подготовкой к их предстоящему празднику в честь рождения ребенка, Томми исчез без объяснения причин. Сначала она не придала этому особого значения, предположив, что у него какие-то дела или ему нужно побыть одному.
Она и не подозревала, что у Томми было собственное секретное задание. Когда они проходили обследование, Лорен придерживалась мнения, что пол ребенка должен оставаться тайной до самого рождения. Она мечтала о сюрпризе, напряжении и настоящей радости от того, что они вместе узнают пол их ребенка. Но Томми, всегда любознательный, не смог устоять перед искушением выяснить это. Он хотел знать, мальчик у них будет или девочка. Ему придется вернуться без Лорен. Он проскользнул в кабинет врача. Его сердце бешено колотилось от нетерпения и нервозности. Он боролся с решением узнать пол ребенка без Лорен, но любопытство в конце концов победило. Когда доктор раскрыл долгожданный секрет, у Томми отвисла челюсть от изумления. Это было не то, чего он ожидал, но новость наполнила его всепоглощающим чувством счастья. Несмотря на протесты Лорен, Томми тайно навестил доктора, где и узнал правду. Сначала он был шокирован, но вскоре преисполнился счастья, узнав, что у них будет здоровый ребенок. Томми вернулся домой, не в силах сдержать своего волнения, и продолжил помогать Лорен готовиться к появлению их малыша. Ему потребовалось приложить все усилия, чтобы держать рот на замке. Тем временем Лорен занималась своими обычными делами, совершенно не подозревая о том, что ее ожидает ошеломляющая новость. Она напевала малышке песенки, заботливо расправляла крошечные распашонки и расставляла цветы для душа. Но шли часы, а Томми все не было, и ее охватило беспокойство. Куда он делся? Он знал, что она не сможет подняться по лестнице без него. Когда Томми наконец вернулся домой, Лорен засыпала его градом вопросов. Она пожаловалась, что у меня ушло целых 20 минут на то, чтобы подняться по лестнице. Но он отмахнулся от ее расспросов нервным смешком, заявив, что потерял счет времени, бегая по поручениям. Тем не менее, его разум разрывался от тяжести тайны, которую он теперь нес в одиночестве. Той ночью, когда они лежали в постели, Томми, как уже говорилось, изо всех сил пытался заснуть. Его мысли были поглощены знанием, которым он владел. Как он мог хранить такой грандиозный секрет от Лорен, женщины, которую любил больше всего на свете? Тяжесть собственного молчания давила ему на грудь, заставляя разрываться между радостью от осознания этого и чувством вины за то, что он скрывал это от нее. Когда луна залила окно мягким светом, Томми поклялся найти способ соблюсти хрупкий баланс между своим желанием поделиться новостью с Лорен и обещанием уважать ее пожелания. Однако пока тайна оставалась его бременем, молчаливой связью между отцом и ребенком, ожидающей, когда придет время, чтобы раскрыться. Но в ту ночь произошло нечто ужасное. Томми лежал рядом со своей женой, которая читала книгу по воспитанию детей. На ее лице играла легкая улыбка. Она явно была взволнована тем, что должно было произойти. Лорен так долго ждала возможности стать матерью. Но рядом с ней Томми был совсем несчастлив. Его лицо исказилось от беспокойства. Лорен. Он не мог не пожалеть о том, что сделал. Он казался ей ужасным мужем, но ничто не могло сравниться с тем, что произойдет через несколько дней. Не успели они опомниться, как у Лорен были последние дни беременности. На тот момент она была уверена, что готова стать матерью. Но в последние дни что-то изменилось. У нее было странное внутреннее ощущение, что что-то не так, но она не могла это объяснить. Ее муж несколько дней был отстраненным и тихим, и она не могла понять, почему. Предполагалось, что он будет в восторге. Но в ту ночь случилось нечто ужасное. Этот день начался как обычно. Лорен проснулась в 7 утра и долго стояла под прохладным душем. На 9-м месяце беременности ей всегда было жарко. Но когда она вышла из ванной, Томми нигде не было видно. Это было странно. Обычно он все еще лежал в постели. Сначала Лорен не придала этому особого значения. Она высушила волосы и оделась, но спустившись вниз, обнаружила кое-что, что ее встревожило.
Когда она вошла на кухню, то ожидала увидеть своего мужа у кофеварки, готовящего себе латте, но в доме было тихо. «Милый?» Она позвала его, хотя в доме было тише, чем обычно, но ответа не последовало. Она направилась к выходу. То же самое ужасное предчувствие снова закралось в ее сердце. Но затем она увидела что-то у входной двери. Прямо под вешалкой для ключей рядом с входной дверью стоял маленький столик. Именно там она увидела маленький сложенный листок бумаги. У нее упало сердце. Накануне вечером его там не было. Она медленно приблизилась к сложенной записке, гадая, что же написал ее муж. Слегка вспотевшими ладонями она схватила маленький листок бумаги и развернула его. Но она не была готова к тому, что обнаружила. Она сразу обратила внимание на почерк своего мужа. Пока она была в душе, он решил написать записку своей жене. Она нахмурилась, прочитав, что там было написано. «Мне нужно немного побыть одной. Я ухожу. Позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится. Люблю тебя», — говорилось в письме. Это обеспокоило Лорен. Ее муж некоторое время вел себя странно. Возможно ли, что он боялся рождения ребенка? Но этот день вскоре обернется трагедией. Лорен вздохнула про себя. Томми долгое время был сам не свой, и она начала думать, что это ее вина. Она положила записку туда, где нашла ее, и направилась в гостиную. Она не хотела звонить Томми, думая, что ему нужно побыть одному. Но когда она села на диван, то почувствовала странную жгучую боль внизу живота. Но это длилось всего мгновение. Если бы она только знала, что происходит. Лорен вздрогнула, когда впервые почувствовала что-то странное. Это было не похоже ни на что, что она когда-либо испытывала раньше. К счастью, боль исчезла через секунду. Поначалу испугавшись, Лорен попыталась убедить себя, что беспокоиться не о чем. «Возможно, это просто какая-то судорога», – подумала она. По мере того, как продолжался ее день, она совсем забыла об этом странном чувстве. Только в тот вечер она получила ужасное напоминание. Было 6 часов вечера, и Томми все еще не вернулся домой. Лорен начала беспокоиться, где он и все ли с ним в порядке. Обычно он никогда не задерживался так допоздна. Она сидела перед телевизором и грызла ногти, ожидая, что он повернет ключи в замке. Но этого так и не произошло. Сразу после 6 появилось то же странное чувство, что и раньше. Но на этот раз оно было в 1000 раз хуже. Лорен скорчилась от боли, сидя на диване, и из ее рта вырвался ужасный звук. Она никогда раньше не испытывала такой боли. Но на этот раз боль не прошла. Внезапно ее охватил ужас. Что происходит с ее ребенком? Она была совсем одна, но понимала, что должна что-то предпринять. Ей потребовались все ее силы, чтобы проползти по полу и вызвать скорую. Скорая приехала в мгновение ока, но Лорен все еще была дома одна, свернувшись калачиком на полу в гостиной. Как только парамедики нашли Лорен, они пристегнули ее к всевозможным аппаратам и задали ей 100 разных вопросов. Она была напугана. Лорен плакала, зовя своего мужа, когда они везли ее в больницу. Что если с их ребенком что-то случилось? Томми как раз беседовал по душам со своим Шурином о поле ребенка и о том, что он натворил. В течение нескольких недель он чувствовал себя ужасно из-за того, что пошел к врачу без согласия Лорен. Он чувствовал себя таким виноватым, что едва мог смотреть в глаза своей жене. Он как раз разговаривал с ней, когда ему позвонили из больницы. Именно тогда он сел в машину и примчался к ним. Это была самая страшная ночь в жизни Лорен и Томми. Когда он приехал в больницу, Лорен была в отдельной палате и плакала навзрыд. «Дорогая, с тобой все в порядке?» – спросил он, вбежав в дверь. Он сел рядом с женой и обнял ее. Она была так рада, что он был рядом. Она даже не подумала о записке. Медсестра сказала, что доктор скоро придет, чтобы поговорить со мной, но,
Как только эти слова слетели с ее губ, вошел доктор. Мужчина держал в руке папку с делом Лорен, когда входил в палату. Он видел страх в ее глазах. Он улыбнулся, пытаясь успокоить ее. «Мэм, вы когда-нибудь слышали о Брэкстоне Хиксе? Такие схватки возникают, когда ваше тело готовится к родам», – объяснил он. «Это также известно как ложные схватки. С вами и вашим ребенком все в порядке. Я советую вам немного отдохнуть перед важным днем». «Это скоро произойдет», – сказал доктор. Лорен выдохнула, хотя и не заметила, как задержала дыхание. Они с Томми почувствовали огромное облегчение. Они отправились домой, довольные, что все в порядке. В ту ночь они лежали в постели, прижавшись друг к другу, счастливые от того, что находятся рядом. Лорен могла сказать, что день, проведенный наедине с собой, помог Томми. Он был более ласковым, чем в последние несколько недель. Она была благодарна. Но всего через несколько дней случилось неожиданное. Затем настал день, когда у Лорен отошли воды, и схватки захлестнули ее подобно приливной волне ощущений. При постоянной поддержке Томми они вышли из дома, чувствуя, как нервы трепещут от предвкушения и тревоги. Когда у Лорен отошли воды, радостное предвкушение сменилось необходимостью срочно действовать. Они помчались в больницу, Лорен морщилась от схваток, Томми крепко держал ее за руку. Лорен неловко заерзала на больничной койке, крепко сжимая руку Томми, когда по ее телу пробежала очередная схватка. На лбу у нее блестел пот, дыхание было прерывистым, когда боль то нарастала, то утихала. «Томми, мне больно», – прошептала она напряженным от напряжения голосом. «Я знаю, детка, я знаю», – пробормотал Томми, и его глаза наполнились беспокойством, когда он убрал с лба Лорен выбившуюся прядь волос. «Ты отлично справляешься, просто держись». Несмотря на боль, сердце Лорен наполнилось радостью. После нескольких месяцев ожидания и подготовки их малыш наконец-то появился на свет. Она не могла дождаться, когда возьмет малыша на руки, полюбуется на его крошечные пальчики на руках и ногах, испытает тот всепоглощающий прилив любви, о котором говорят все родители. Но, несмотря на всеобщее возбуждение, в голове у Лорен промелькнуло опасение. Лорен предпочла не выяснять пол ребенка во время сканирования, предпочитая сюрприз, когда наступит подходящий момент. Однако Томми было любопытно, и он не смог устоять перед искушением узнать. По мере того, как схватки усиливались, мысли Лорен возвращались к розовой одежде и украшениям, которые она тщательно выбирала для их детской. Каждая деталь была спланирована с расчетом на то, что у них родится девочка. И в глубине души Лорен не могла отделаться от ощущения, что она была права. Часы пролетели в тумане боли и ожидания, пока, наконец, после последнего толчка, их ребенок не появился на свет. Сердце Лорен забилось от радости, когда она услышала тихие крики, слезы облегчения потекли по ее щекам. Часы, пока Лорен рожала, растянулись в вечности, и каждая схватка приближала ее к встрече с их драгоценным ребенком. Ее муж был рядом с ней и снимал все роды. Измученная мать пыталась отодвинуть камеру от своего лица, обвиняя мужа в том, что он с ней сделал. И вот, наконец, момент настал. По комнате разнесся крик, возглас новой жизни. Часы пролетели как в тумане, наполненные болью и ожиданием. И, наконец, этот момент настал. Медсестры передали новорожденного на руки Лорен и аккуратно завернули в одеяло. Томми попросил Лорен развернуть сверток, чтобы она могла как следует рассмотреть их малыша. Измученная, но радостная, Лорен протянула руки к своему малышу, пока медсестры заворачивали крошечный сверток в мягкие одеяла. Голос Томми, который убеждал ее взглянуть поближе, был для нее источником уверенности. Медсестры осторожно завернули малыша в детское одеяльце, прежде чем передать его на руки Лорен. Она смотрела на сверток, и ее сердце переполняло любовь. Но когда она начала разворачивать одеяло, на ее лице отразилось замешательство. Дрожащими руками Лорен откинула несколько слоев одеяла, и ее сердце колотилось от предвкушения.
Но когда она сняла последний слой, на ее лице отразилось замешательство. Под ним лежало еще одно одеяло, окутывавшее их ребенка тайной. Она взглянула на Томми, ища ответы в его глазах, но увидела лишь озорную улыбку, игравшую на его губах. «Как он мог играть в игры в такой день?» – подумала она, и в ее сердце закружился вихрь эмоций. «Томми, почему под ним еще одно одеяло?» – спросила она дрожащим от неуверенности голосом. Она была не в настроении выслушивать его детские выходки. Улыбка Томми стала шире, а в глазах появился озорной блеск, когда он обменялся понимающим взглядом с медсестрами. «Просто продолжай читать рэп, детка», – сказал он взволнованным голосом. Дрожащими руками Лорен продолжала снимать слои, пока наконец не добралась до самого низа стопки. И не обнаружила там, в центре, белый джемпер, украшенный простым посланием. В глазах Лорен промелькнуло замешательство, когда она откинула несколько слоев одеял. Томми смотрел на нее с загадочной улыбкой. В его глазах читалось предвкушение. С каждым снятым слоем сердце Лорен билось все быстрее. «Я похожа на мальчика?» Под несколькими слоями одеял Лорен обнаружила белый джемпер с вышитым на нем загадочным посланием. «Я похожа на мальчика?» Было написано на нем, и у Лорен перехватило дыхание. Она посмотрела на Томми, не веря своим ушам. Казалось, все в комнате затаили дыхание, когда ее осенило. Томми с самого начала знал, что у них будет мальчик. У Лорен перехватило дыхание, когда она уставилась на эти слова, пытаясь осознать их смысл. А затем, когда до нее дошло, смесь эмоций захлестнула ее сердце. «Томми, что? Что это?» Она запнулась, ее глаза расширились от шока. Но прежде чем Томми успел ответить, дверь распахнулась, и в комнату ворвались члены их семьи с сияющими от волнения лицами. «Сюрприз!» – воскликнули они в унисон, и воздух наполнился их смехом. И внезапно все обрело смысл. Томми все это время знал и тайком от Лорен сбегал к доктору, чтобы удовлетворить свое любопытство. И теперь, окруженные своими близкими, они наслаждались радостным открытием. Лорен не могла удержаться от смеха сквозь слезы, ее сердце переполняло любовь к человеку, который организовал такой незабываемый момент. И когда она посмотрела на их драгоценного малыша, то поняла, что их путешествие только начинается. «Похоже, нам предстоит сделать небольшой ремонт», – с улыбкой сказала она, уже представляя, как детская преобразится за счет синих оттенков и ярких приключений. И когда они крепко прижали к себе сына, Лорен поняла, что какие бы сюрпризы их ни ожидали, они встретят их вместе. Семья, связанная любовью, смехом и случайными неожиданными поворотами событий. Слезы навернулись на глаза Лорен, смесь шока, радости и неверия затопила ее чувства. Она обернулась и увидела, что члены ее семьи, которые были посвящены в тайну, понимающе улыбаются. Сквозь слезы Лорен удалось рассмеяться, в ней бурлили разные эмоции. «Ты знал?» – воскликнула она, недоверчиво глядя на Томми. Она сразу же заметила сходство в выражении лица своего сына. Томми смущенно кивнул, показывая, что запечатлел весь этот момент на видео, намереваясь опубликовать его в самом смешном домашнем видео Америки. Его озорная улыбка смягчила первоначальный шок Лорен, и вскоре они оба смеялись сквозь слезы. В тот момент, когда они смотрели на своего новорожденного, Лорен поняла, что истинная радость отцовства заключается не в определенности пола или совершенстве планов, а в бесконечных сюрпризах и тайнах, которые ожидают их на этом пути любви и открытий. И когда она крепко прижимала к себе их драгоценного малыша, то поняла, что их семья была полноценной, какие бы перипетии и повороты не ждали ее впереди. Осознав реальность происходящего, Лорен поняла, что детская, оформленная в розовых тонах, нуждается в обновлении. Большинство их друзей тоже купили подарки и игрушки для девочек. Но она не возражала,
потому что ее сын мог перенять лучшее из обоих миров. Но в тот момент, окруженная любовью и смехом, она знала, что независимо от цветовой гаммы, их сына будут лелеять безмерно. Так начался их путь к родительству, наполненный сюрпризами, смехом и избытком любви. Вам понравилась эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал.